Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она рыдает ночами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. В вашей жизни произошли довольно такие судьбоносные перемены. Я не могу сказать, что эти перемены очень сильно вас порадовали, но тем не менее то, что произошло, это было предначертано судьбой, предначертано свыше, так сказать. Это связано с семьей, это связано с потерей семьи, это разрыв, развод и все вытекающие отсюда последствия. Довольно долго эта ситуация вас угнетала, пугала, да? На какой-то период даже, возможно, вы посадили себя, под колпак, это, конечно, громко сказано, но на какой-то период однозначно вы отстранились, отдалились, то есть у вас был, либо же у кого-то сейчас проходит вот именно период такого отшельничества, именно связанный с переменами в семье. Эти перемены были связаны однозначно с женщиной, с которой у вас когда-то было все хорошо, даже ребенок может проигрываться, либо же вы хотели этого ребенка, но тем не менее не сложилось, не срослось, и по десятке мечей, да, здесь идет конец семьи, здесь конец любви, идет конец отношений. Из-за этого, из-за того, что произошло в вашей семье, потому вы как-то и отстранились, может быть, от социума. Вы захотели побыть один, наедине как-то со своими мыслями. Нужно было какой-то период пережить, чтобы вот это все обдумать, обмозговать, да, вам нужен был период, чтобы собраться с мыслями, чтобы разобраться в самом себе, да, вот в своих чувствах. Кто-то и сейчас вот проходит этот этап. Еще раз повторяю, поскольку это общий расклад, то вы это все переворачиваете под себя, да, кто-то уже прошел это все, кто-то сейчас находится, если вот не так давно вы разошлись. Вы человек, который верит в судьбу, вы человек, который, вы живете вообще, так знаете, по совести, по чести, так сказать, да, и поэтому вот, что бы ни происходило в вашей судьбе, как бы вам плохо ни было, все равно вот вы как-то считаете, что, значит, так суждено было, так должно было, да, вот как бы больно ни было, значит, все, значит, это не моя женщина. Причем, знаете, может проигрываться даже такая ситуация, что кто-то из вас, сейчас я уточню, конечно, но вы настолько были в таком плачевном, что ли, болезненном состоянии, вот либо же сейчас находитесь после развода вот этого, здесь проигрывается не только морально-психологическое, очень такое плачевное, плохое состояние, но здесь могут быть и финансовые проблемы. Возможно, кто-то из вас отдал по максимуму деньги, да, вот на детей, да, вот вы хоть и разошлись, ушли, но как-то вот для детей вы ничего не жалеете. А себе оставили, там какой-то мизер, может быть, на самое такое необходимое на первое время. Я вам скажу, как бы тяжело вам не было, вы все равно выходите победителем из любой ситуации. Вот у вас четко вышла карта победителя, поэтому вот те, кому сейчас вот довольно плохо, у кого вот такие свежие незажившие раны, я вам могу сказать, что в любом случае, да, вот вы выйдете победителем, вы выйдете в плюсе из этой ситуации. Посмотрите, ваша жизнь, наоборот, вот она начинает налаживаться, потому что, знаете, вот эта женщина, она вас, так сказать, топила, она вас морально угнетала, она вас подавляла. Несмотря на то, что вы ее любили и кружили, она была вашим центром вселенной, да, вот такая звездочка ваша была. Тем не менее, вот она вас, гнобила, угнетала, я по-другому даже не могу это назвать, да. Несмотря на то, что вы мужчина, в общем-то, вы при деньгах, вы, самодостаточный человек, вам не нужно ходить побираться, да.
Но тем не менее, вот она вас подломила, сломила, ну, до такой степени, что, ну, я вам скажу, что если бы вы с ней, вернее, не расстались, а остались вместе, у вас бы, ну, реально просто начала либо же крыша ехать, это, ну, такие вот глубокие, серьезные нарушения психики бы начались. Поэтому вот то, что у вас произошло, казалось бы, что это плохая ситуация, разрушительная, но на самом деле вот даже солнышко у нас выпало, это идет в плюс. Плюс у вас даже вот благодаря вот этой ситуации у вас идет улучшение даже по финансам. Вот как-то вы когда жили с этой женщиной, у вас, знаете, такое ощущение, что вот настолько вот вас загнобили, перестали как-то мотивировать, да, то есть у вас не было мотивации, да, вроде бы ты любишь женщину, но ты понимаешь, что ты не нужен, тебя гнобят, тебя не любят, ты подозреваешь, что тебе изменяют, и тебе из-за этого не хочется ничего делать, да. Страшно уйти, страшно разорвать. То есть вы не сразу разорвали эти отношения. Вам было больно, тяжело. Вы довольно долгий период это все откладывали. Вы это все обдумывали. Вы не решались порвать эти отношения. Ну, в большей степени кто-то из-за детей, кто-то из-за любви своей, да, вот материальные, может быть, вопросы, либо же все вместе. У каждого, конечно, будет по-своему проигрываться. Ну, то есть, вот эта ситуация, которая произошла, помимо того, что она судьбоносная, она еще вам идет в позитив. Вот как бы это странно для кого-то не звучало, но эта ситуация вас реально спасла. Вот на будущее она вас спасла. Если бы вы остались, но это все, это психиатрия однозначная. Это срывы, это агрессия, это разные психиатрические диагнозы, это, ну, невроз, это самое малое, что у вас могло быть. Причем многие из вас сейчас как раз и остались именно с расстройством нервной системы, потому что очень много стрессов было, очень много недосыпов, когда не хочется ни есть, ни спать, ничего. То есть помимо того, что у вас могло бы быть, да, у вас уже этот процесс пошел. Но пока это только по нервной системе ударило, вот эти стрессы. Еще раз говорю, перекреститесь и скажите спасибо, что, ну как сказать, Вселенная, да, судьба, кто угодно, высшие силы вас отвели от этой женщины. Потому что, ну, вы реально попали бы в больничку, там, где лечат душевно больных. А это уже не очень приятный момент. Далее, смотрите, у вас еще в жизни, у вас еще начинается период какой-то, возможно, сейчас, да, вот когда вы что-то изучаете. Может быть, кто-то из вас хочет поменять профессию, работу, и вы вот что-то именно изучаете. Может быть, курсы какие-то проходите, может быть, кто-то поступил, я не знаю, там в вузы, да, в техникумы, в училища, ну, то есть какие-то учебные заведения, и там вы изучаете, может быть, что-то другое. Либо же это повышение квалификации, может быть, потому что вы такой человек, который, ну, любит познавать, любит двигаться, да, вот вы не будете сидеть на месте, вам нужно постоянно развиваться. Причем вам даже нравятся женщины, которые, ну, тоже занимаются своим саморазвитием каким-то, да, вот женщины, которые не такие, как клуши, да, в бегудях и рваном халате и с ложечкой от борща, да, сидят и чавкают за столом. Ну, то есть это не для вас абсолютно. Вы такой человек, знаете, вот вы сами за собой любите следить, ухаживать, да, ну, особенно вот когда вы в паре, так это вообще, да, вот вы настолько вот, помимо того, что вы аккуратист, да, вы и хороший хозяин, вы умеете кушать, готовить, вы в быту можете много чего делать. Вы, когда вообще находитесь в паре, то вы еще больше начинаете за собой ухаживать. Но опять же, это как ваша какая-то мотивация, да, вот женщина это ваш мотиватор. На данный момент я пока мотиватора в вашей жизни не вижу, к сожалению, потому что, ну, у каждого, опять же, это своя ситуация будет. Мы немножечко сейчас не об этом смотрим, да. Но то, что я вижу, то абсолютно, ну, нет такого порыва к новым женщинам. Вот нет. Скорее хочется побыть одному, скорее хочется покайфовать одному. Это может быть осознанное принятие решения, никого не впускать в свою жизнь, потому что впустишь в свою жизнь женщину, это опять
новые затраты, это опять новые переживания, это новые подозрения. Плюс здесь могут еще какие-то страхи, комплексы у вас проигрываться в отношении именно женщин. Поэтому, ну, не торопитесь вы начинать новые отношения. Хотя я не могу сказать, что вы прям в монахи записались. Нет, конечно же. Ну, об этом в следующий раз мы посмотрим. А сейчас давайте будем смотреть, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да, которая рыдает за вами, или, а может быть и не за вами, по ночам рыдает, да. Давайте смотреть, что это за женщина. Ну, кто бы мог подумать, да? Ничего даже удивительного. Смотрите, это женщина, с которой, да, с которой у вас произошло разрушение. Это то самое разрушение семьи, либо же это отношения, гражданский брак, как угодно называйте. Это женщина, с которой у вас либо же есть ребенок, либо вы хотели от нее ребенка, и большая любительница денег. Вот уже прямо даже неудивительно, да, из расклада в расклад у нас переходит женщина, вот у нас туз пентаклей выпал. Опять же, это человек, который, знаете, вот она деньги ставит превыше всего, превыше чувств, превыше любви, ну как угодно, да, вот это вот деньги у нее на пьедестале стоят, а дальше уже все остальное. Деньги — это единственное, что ее радует в этой жизни, это единственное, ради чего она живет, чем она дышит. Из-за денег, из-за вот этих проблем, вот именно денежных, из-за ее склонностей, ну, скажем так, вот, да, очень четко здесь показано у нас как бы дамочка-любительница по жезлам прыгать. Из-за этого у вас как раз и произошел разрыв. Ну, еще раз говорю, вы оттягивали. Вот оттягивали, не могу сказать, что вы прям в одну секунду с ней порвали. Это был для вас долгий, мучительный процесс. Понятное дело, что у каждого своя ситуация, но тем не менее, я не могу сказать, что вот четко вы в одну секунду ушли. Вы видели, что с этой женщиной у вас портятся отношения, вы чувствовали холод, вы чувствовали отдаление. Здесь может быть, что у вас, допустим, та же интимная жизнь сошла на нет, либо же это было раз в месяц, так, 2 минуты и так, через не могу. Это реально у вас уже, знаете, как в супружеский долг, ну вот долг реально превратилось. Это человек, который... Знаете, вот она не живет своими мозгами. Она постоянно кого-то слушает. Мама, подружки, да, вот она настолько человек в себе неуверенный, что она постоянно с кем-то советуется. Она читает, где-то что-то выискивает. Здесь могут проигрываться какие-то вот ее, знаете, чрезмерное увлечение, может быть даже психологией отношений. Здесь может быть увлечение эзотерикой. То есть она постоянно вот мониторит, да, допустим, она вот смотрит видео психолога, вот как поступить в той ситуации, как поступить в этой ситуации. То есть она сама, несмотря на то, что она пытается показаться такой королевишной, на самом деле она такой абсолютно не является. Человек, который, в принципе, не может принять самостоятельно серьезных решений. Это даже может быть видно в ее каких-то вот периодически в поступках, в высказываниях, да. Это человек, который постоянно манипулирует другими. Обычно такие люди, они могут даже вот в быту, в таких каких-то вот в элементарных ситуациях, они могут настолько вот, ну, явно прямо перекладывать свое какое-то мнение, свою ответственность на других людей. Ну вот, к примеру, да, вот беру, ну, самый банальный такой пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Допустим, вот она собирается куда-то идти, да? Она спрашивает вас там, либо же подружку, что мне одеть, да, вот что мне, там холодно или тепло, что мне одеть? Ну, вы, допустим, ей говорите, там прохладно, одевайся потеплее. Окей, оделась, сходила куда ей надо, приходит и начинает возмущаться и наезжать на вас. Там жарко, ты мне сказал, что там холодно, а я вся мокрая, я вся запарилась, да? То есть вы виноваты. Она на вас переложила ответственность, да? Вот вы ей сказали, одевайся потеплее. Для этого человек и спрашивал, чтобы вдруг чего вы были виноваты. Это я привела такой самый банальный пример.
И это постоянные могут быть расспросы. А что мне делать? А что мне одеть? А что мне сделать? А как это? А как кто? Понимаете? Это чистой воды манипуляция. Вот напишите в комментариях, были у вас такие случаи или нет, когда человек полностью с себя сбрасывает ответственность. И как раз будет очень красивый скандал. Потому что всегда будет повод наехать, что ты же виноват. Из-за тебя мне было жарко, да, вот я оделась, ты мне там наговорил, наплел, что там холодно. Я оделась и вся вспотела, мне было жарко, да, меня ветер продул и так далее. То есть банальный пример, но он очень хорошо вам показывает. Таких ситуаций можно массу навести, и некоторые женщины так действуют и манипулируют. Плюс так действуют скандалистки. Так очень легко начать скандал. Вот ты мне сказал неправильно, все, ты виноват, и понеслась жара. То есть дама такая, знаете, и врагу не пожелаешь такую жену. Давайте смотреть, вот коротко, как она сейчас живет, а потом будем уже смотреть, конечно же, почему же она рыдает. Но для начала разберемся, что же у нее в жизни происходит. Вот, смотрите, любительница унижать. Вот очень четко показывает, вот она настолько унижает людей. Очень негативный человек. Вот, ребят, если вы там кто-то еще любит, да, вот там, извините, если я кого-то обижу своими словами, но я по-другому не могу это объяснить, да, вот рассказать то, что я вижу. Человек очень негативный, человек, ну вот разбивательница сердец, но я по-другому не могу ее назвать. Человек, который, ну, настолько вот унижает и гнобит других людей, причем она от этого испытывает удовольствие. Она такая была, она такая и осталась. Вот абсолютно ничего в ней не поменялось. Она большая любительница, когда... Вот и сейчас вот она любит, когда мужчина за ней бегает. Вот я не вижу у нее постоянного мужчины. Да, ей хочется семьи, ей хочется влюбиться. Но пока на данном этапе я не вижу. Вот она прыгает по жезлам периодически. Но эти жезлы как-то так уж слишком то ли одноразовые, то ли они просто не задерживаются. Женщина, которая, вот смотрите, да, она привыкла красоваться. Она привыкла, что вот видите, вот вся толпа должна нею восхищаться. Очень четко эта карта вот нам показывает. Здесь даже не нужно объяснять. Все вокруг должны говорить: ох, какая королева, какая женщина, какая красотка. Она такая и была, она такая и осталась. Но то, что у нее внутри куча комплексов и страхов, да, это совершенно уже другая история. Это женщина, которая любит вот мужскую инициативу. Вот она сейчас живет, знаете, она живет исключительно... Ну вот почему-то, смотрите, да, вот и вы заметили, я думаю, кто меня смотрит, довольно часто в раскладах падает, что вот молодые парни, вот она почему-то переключилась на молодых парней. Если еще раньше вот как-то она больше так, ну, к мужчинам в возрасте склонялась, то сейчас она на молодых мальчиков переключилась. Вот что удивительно. Но эти мальчики особо на нее не ведутся, нет. У нее сейчас проигрывается одиночество, она запуталась. У нее сейчас такое, ну, я не могу сказать, что депрессивное, но такое упадническое настроение. Я не могу сказать, что это счастливая женщина. Вот абсолютно. Знаете, вот у нее, ну там, через время, чуть попозже, у нее бумеранг ударит, по ней очень хорошо, еще с двойной силой ударит. Причем, знаете, вот это будет ситуация, когда какой-то мужчина ее так хорошенечко отфутболит, отбреет, как угодно называйте, вот, ну, продинамит ее, да, что, ну так, она хорошо на себе почувствует все те прелести, которые она доставляла другим людям. Она настолько вот будет ошарашена, но это так, я чуть-чуть вперед забегая, да, просто, ну, не могу смолчать то, что я вижу. Поэтому вот у нее бумеранг будет стопроцентный. И сейчас вот давайте вот все-таки посмотрим, почему же она рыдает ночами. Потому что, смотрите, мужчин вокруг полно, а своего-то нет. Вот у нее такая ситуация, знаете, как будто ее все мужчины начали отшивать. Вот все. Это ее кошмарный сон. Это то, что она, ну, никак не могла предвидеть. Как бы, ну, звезда королевишна.
А тут и в возрасте, и молодые, и косые, и кривые, ее все отфутболивают. Женщина, которая вообще сейчас в каком-то, ну, в ауте, в ступоре, как угодно называйте, ну, не получается у нее заарканить мужчин. Ну, не получается. Вот единственное, вот если у кого есть ребенок, вот она исключительно ребенком сейчас живет, ну, либо же детьми, да, если двое у кого. Она находится сейчас вот в разбитом настроении, в разбитом состоянии. Это проигрывается тотальное одиночество. Вот эти одноразовые жезлы уже даже ее не радуют. Вот она рыдает ночами от бессилия, она рыдает ночами от какого-то, знаете, вот от хаоса в душе. Она запуталась, она не знает, как двигаться, да, вот хочется мужчину, который бы, ну, сделал из нее такую вот богиню-императрицу. Но такого не попадается. Да, в ее жизни вокруг полно мужчин, но они ее видят, они ее щелкают просто на раз-два. Еще раз говорю, да, вот если я знаю, что меня смотрят женщины, вот я обращаюсь к женщинам, что всегда помните, что мужчины точно так интуитивные, точно так чувствуют вас, они чувствуют ваше настроение, ваше поведение, все ваши запросы, хотелки, да, они чувствуют вас. Я в том смысле, что мужчина понимает, вот вы за деньги с ним, либо же нет. Ну, понятно, что бывает, ошибаются, всякое бывает и среди мужчин, и среди женщин. Но тем не менее, да, это такая ситуация, когда ты, знаете, вот вроде бы кот в рыбной лавке, а рыбки ты не можешь поймать, да, вот вроде бы мужчин полно, но ты не можешь вот дотянуться до них, да, вот эта рыбка тебя как-то вот отфутболивает, да, я сейчас о женщине этой вашей говорю. Вот она реально, вот она видит, да, вот лови мужчин, хочу, не могу, да. Мужчины вот кыш-кыш-кыш, да, дамочка, пошла-пошла со своей корыстностью, со своими вот этими тараканами, со всеми, да, нам такая не нужна. Я сейчас, да, шучу, утрирую, ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю, это на самом деле довольно печальная ситуация, печальная в первую очередь это для нее. Потому что она осталась одна, ну, может быть, ребенок у кого есть, да, но в личной жизни она осталась одна. И теперь вот, как я говорила, да, вот будет ситуация, когда какой-то мужчина настолько ее унизит, настолько ее то ли грубо отошьет, но она все прелести почувствует на себе то, что она делала и с вами, и с другими мужчинами, как она унижала, как она оскорбляла, как она относилась. Теперь вот бумеранг бахнет ее, но еще, так знаете, вдвойне, наверное, больше. Поэтому она и рыдает ночами, потому что больно, потому что обидно, потому что никому не нужна, потому что состояние одиночества в толпе, и ты понимаешь, что мужчин полно, но по факту нет. Тебя никто не любит, ты никого не любишь, ты никому не нужна. И на самом деле это трагедия ее жизни. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!